Привет всем! С вами Олеся Асланова-Павлова. Я безумно рада вас видеть на своем канале. И сегодня я хотела бы поговорить с вами про Bodyflex. Как-то я снимала видео о технике выполнения правильного дыхания в Bodyflex. Ссылки я оставлю здесь, так что можете посмотреть, если вам это интересно. Также я снимала видео основных упражнений в Bodyflex. Опять же, ссылки я оставлю здесь. И посыпалось очень-очень много вопросов, причем были вопросы, конечно же, наиболее часто встречающиеся, и именно на них я хотела бы сегодня ответить. Сразу хочу сказать, что если у вас возникают какие-то вопросы, да, вы можете их задавать мне, но бывает такое, что я не вижу их сразу, я не могу вам сразу на них ответить. Если у вас возникает каких-то много вопросов, если вы не уверены в правильности техники выполнения, если у вас вообще, вы не знаете, нужно вам делать Bodyflex, не нужно вам делать Bodyflex, почитайте книгу. Вот эта книга. Это книга от создательницы Bodyflex, Грил Чайлдерс. Она у меня такая уже старенькая, потрепанная, потому что, на самом деле, очень-очень давно. Ее покупала еще когда-то моя мама. И здесь есть ответы на все вопросы. Книжка очень тонкая. То есть здесь буквально 200 страниц таким крупным шрифтом, и половина из них здесь расписаны упражнения, так что не поленитесь, почитайте. Здесь все предельно просто и ясно написано. Опять же, полное название книги я оставлю внизу в описании, так что посмотрите. Сейчас без проблем можно найти эту книжку в интернете, так что ищите и читайте. И я выписала себе самые распространенные вопросы, которые вот прям задавали очень-очень часто, и хочу сейчас на них ответить. Первый вопрос, самый-самый распространенный, мне буквально писали и под видео, и там писали на почту, и всегда девочек, конечно же, волнует больше всего этот вопрос, это через сколько будет результат, через какое время будет результат, как скоро будет результат и какой будет результат, сколько килограмм, сантиметров мы сможем скинуть. В общем, девочки, смотрите. Нету универсального ответа на этот вопрос, через какое время будет результат. Вы должны понимать, что все мы абсолютно разные. У кого-то лишнего веса больше, у кого-то лишнего веса меньше, у кого-то метаболизм лучше, у кого-то он будет похуже. В общем, столько различных нюансов, что нету единого ответа для всех на этот вопрос. Вы должны понимать, что если изначально у вас достаточно много лишнего веса, то есть там, допустим, 10-20 килограмм, может быть больше, то если вы начнете заниматься хотя бы бодифлексом, то ваш вес будет уходить быстрее, чем у той девушки, у которой, например, 5 килограмм лишнего веса. То есть это всегда так. Вам будет проще скинуть лишний вес, если у вас его очень-очень много. Но последние там 5-7 килограмм, они всегда будут уходить так наиболее долго, и вы будете прям бороться за то, чтобы этот лишний вес ушел. Опять же, не всегда бывает и такое, что там у вас 3 килограмма, и вам легко это сбросить. То есть здесь зависит абсолютно и полностью от вашего организма. И как скоро будет результат? Здесь, опять же, нет единого ответа. У кого-то начинаются заметные результаты через неделю, у кого-то через 2 недели. Но, как правило, опять же, если у вас достаточно большое количество лишнего веса, то вы будете замечать уже результаты через неделю. Это, по крайней мере, как показывает вот практика, как показали результаты девочек, с которыми, например, я занималась, и отслеживали мы их прогресс. У кого лишнего веса достаточно много, особенно в области живота, то вот Bodyflex это именно было то решение, чтобы с живота начали уходить сантиметры лишние. Обычно за неделю где-то 2-3, у кого-то 5 сантиметров с талии или с живота они действительно уходили. Если вы достаточно худенькая сама по себе, и у вас там лишнего веса немного, то, конечно, у вас не уйдет сразу 5 или 7, я не знаю, сантиметров. Не ждите таких результатов.
Возможно, сантиметр или полсантиметрика у вас уйдет, но отслеживайте. Поэтому смотрите, все мы разные, и не ждите очень-очень быстрых результатов, там за день, за два, за три. Такого не бывает. Если вы будете заниматься, то результат обязательно будет. Просто дождитесь этого момента. Второй, наиболее чаще встречающийся вопрос — это сколько раз делать бодифлекс, вообще сколько раз в неделю им заниматься и сколько раз делать каждое упражнение. Смотрите, бодифлексом, конечно же, лучше заниматься каждый день. Даже не лучше, а нужно в идеале, как опять же написано в книжке, нужно заниматься им каждый день. И здесь переплетается, сразу отвечу на другие последующие вопросы. Лучше всего бодифлексом заниматься на голодный желудок, то есть это с утра. Понятное дело, что, конечно же, когда мы встаем абсолютно с пустым желудком, это с утра, поэтому лучше с утра натощак, можно перед этим выпить стакан воды, или, как опять же написано в книге, можно, например, выпить чашку кофе и пойти заниматься бодифлексом. Он не будет занимать у вас много времени, потому что каждое упражнение вы выполняете от 3 до 5 раз. Здесь уже смотрите, опять же, в зависимости от ваших целей. Также комплекс сам я советую разбивать на 2 комплекса. Это на бедра и ягодицы в один день делать и в другой день делать на живот. То есть вы чередуете бедра, ягодицы, живот, бедра, ягодицы, живот. Тогда действительно это будет занимать всего около 15 минут в день. Если же вы хотите более быстрых результатов и у вас есть время, можете совмещать в один день делать на бедра, ягодицы и на живот, но тогда будьте готовы к тому, что примерно 30 минут вам на это понадобится. Поэтому еще раз вывод. Бодифлекс мы делаем с вами каждый день, и каждое упражнение мы выполняем от 3 до 5 раз. И сразу свяжу этот вопрос со следующим вопросом. То есть, если мы выполняем бодифлекс каждый день, можно ли выполнять его во время критических дней? Здесь, конечно, все зависит от вашего самочувствия, но бодифлекс не рекомендуется выполнять во время критических дней. То есть даже если смотреть с какими-то там переплетениями, когда я начала заниматься йогой, то именно вакуум в животе нельзя делать во время критических дней, поэтому лучше не делайте. И такой момент: категорически запрещено делать бодифлекс при беременности. И еще один очень частый вопрос — это как же правильно дышать, животом или грудью. У меня в комментариях просто под этими видео развернулась дискуссия, там буквально собралось 2 лагеря. Кто-то говорил, что я выполняю все неправильно и дышу неправильно. Кто-то меня защищал, говорит: да что вы говорите, все делает она правильно. В общем, на самом деле так со стороны наблюдать за этим очень странно, и я никогда не отвечаю на какие-то плохие комментарии, потому что нет смысла переубеждать людей. Если он думает, что я не права, то он останется при своем мнении, и я даже не хочу вступать ни в какие конфликты, я просто тихо и мирно буду делать так, как делаю я. И здесь опять же я хочу сказать вам, если вы в чем-то не уверены, или вы не уверены даже в технике моего выполнения, то вы всегда можете обратиться к другим людям, и вы всегда можете почитать книгу от создательницы бодифлекса, и там есть вопросы, и там есть, точнее, ответы на все ваши вопросы. Так вот, в бодифлексе мы используем диафрагмальное дыхание. Весь бодифлекс построен на том, чтобы мы с вами учились дышать диафрагмой. Конечно, когда мы дышим диафрагмой, у вас должен надуваться живот. То есть, да, там даже есть такое упражнение, как вы можете проверить себя, правильно вы дышите или нет. Когда вы дышите, вы можете руку положить на живот или книгу, например, да, лечь на пол, и вы можете проверять. У вас как бы должен подниматься живот туда-сюда. И вот многие мне говорили, что у меня неправильно, потому что у меня и дышит грудная клетка. Но когда мы делаем очень-очень глубокие вдохи, то это логично, что сначала у нас, да, надувается живот, а затем у нас в любом случае будет подниматься грудная клетка, потому что ваши легкие, они тоже заполняются воздухом. И это просто невозможно, чтобы при глубоком вдохе у вас не поднималась грудная клетка. Вот вы просто
попробуйте это, и вы сами все поймете. И еще один такой момент, у меня там несколько раз спрашивали, что могут возникать какие-то у кого-то неприятные ощущения, у кого-то головокружение. Некоторые мне начали тоже писать про противопоказания к бодифлексу, что нельзя при том, и может оказать влияние на то, на то, на то, на то. Я хочу вам сказать вот что за своим здоровьем вы должны следить сами. Если вы не уверены, или если у вас возникают вдруг, не дай бог, какие-то неприятные ощущения, то обратитесь к врачу, посоветуйтесь с врачом, можно ли вам выполнять эти упражнения или нельзя, как они на вас повлияют. То есть за этим вы должны следить сами. Поэтому будьте аккуратны, следите за своим здоровьем, следите за техникой выполнения. Я прощаюсь с вами. До встречи!